разобравшись со строением нашего мира, сейчас можем классифицировать основные виды энергии. Эта классификация может быть изображена в виде пирамиды, потому что существует одна ментальная энергия, две астральных и три физических. Естественно, мир не исчерпывается только этими видами энергии, но они основные. И в абсолютно всех, без исключения, практиках, тибетских практиках, или западных практиках, или африканских, все они абсолютно присутствуют. И в основе на этих 6 энергиях можем построить свое представление о мире, о взаимодействии энергии в нем. И сейчас я бы хотел поговорить о каждой из них. Давайте начнем с ментальной энергии. С помощью ментальной энергии мы создаем наши идеи и намерения. С ее помощью мы связываем наше истинное «я» с истинными «я» других существ. Это самая тонкая энергия Вселенной. С помощью ментальной энергии мы управляем своими телепатическими возможностями. Это энергия наших мыслей. Человек, который владеет ментальной энергией, может находиться в постоянном контакте со своим истинным «я». Человек, который владеет ментальной энергией, он способен нейтрализовывать свое эго и способен понимать божественные законы. Такой человек способен силой своей мысли воздействовать на абсолютно любые объекты во Вселенной. Астральные энергии нас интересуют очень сильно в процессе изучения рейки, потому что рейки как раз это работа с астральными энергиями. Два вида астральных энергий основных, как я сказал, есть линейная энергия, фам-рей. Она доступна в рейке с первых дней обучения. Но есть и турбулентная, вихреобразная энергия, которая называется та-рей, и с ней мастера работают на самых высоких уровнях. Турбулентной энергией мы можем управлять с помощью 4 специальных астральных органов, которые изначально в человеке не присутствуют, а могут быть получены после прохождения им астральной трансформации. Это специальная энергетическая техника, которая как раз преобразует строение астрального тела человека. Мы ее изучаем в школе, которая называется «Древние тибетские жреческие практики». Это действительно очень интересная школа, которая позволяет как раз работать с этими 4 новыми астральными органами. И они, конечно, абсолютно различаются от чакр. Вот эта турбулентная энергия Та-рей позволяет управлять клеточным разумом и улучшать работу клеток. Не только клеток, в сущности, и тканей, и органов, и, если можно сказать, и целого объема нашего тела. Но сейчас мы не будем говорить об этом очень подробно, потому что это действительно тема из жреческих практик. Те от вас, кто интересуется этими практиками, могут получить исчерпывающие вопросы о работе с этой энергией именно в этой школе. В рейке мы изучаем энергию Та-рей только на грандмастерских уровнях, это на 8 и 9 уровне рейки. А вот линейную энергию, которая называется фам-рей, и, собственно, эта энергия и определила название самой рейки, фам-рей можно назвать чакральной энергией. И все рейкисты энергию фам-рей называют просто рейки. С этой энергией мы работаем на начальных уровнях рейки, от 1 до 7. Мы используем свою чакральную систему и двигаемся постепенно сначала по пути ученика, а потом по пути и мастера рейки. Сейчас уже мы теперь можем дать определение, что рейки это линейная астральная энергия фам-рей. И перед тем,
как перейти к рассмотрению трех основных физических энергий, я бы сейчас хотел остановиться на самом распространенном заблуждении в рейки. Это вопрос о чакрах и ауре. Вот какая связь между чакрами и аурой человека? Когда я задаю этот вопрос, даже мастерам, опытным мастерам, даже учителям рейки, очень часто они мне отвечают неправильно. Мнений по этому вопросу существует бесконечное множество. Написано невероятное количество книг и даже создано много невероятных учений, которые ничего не имеют общего с истиной в своей основе. Но действительно очень много людей просто не знают истину и не могут ее научить, потому что информация, которая существует в мире о связи между чакрами и аурой, просто в корне в своем неправильно. Правильным ответом будет, что прямой связи между чакрами и аурой человека не существует. И это абсолютная истина. Почему, вы спросите? И сейчас я вам это объясню. Чакральная система – это часть астрального тела. А что такое аура? Аура – это свечение жизненной энергии, праны. Иногда мы прану называем еще витальной энергией. Так вот, прана – это не астральная энергия, это этерная, эфирная энергия, которая является частью эфирного подплана физического тела человека. То есть представьте себе, что аура – это свечение, это не энергия, это просто свет, который распространяется, например, как от лампочки, которую вы включаете, электрическая лампочка, распространяется свет. Вот сама лампочка содержит в себе энергию, прану, а свет от нее – это аура. И как раз его мы хорошо видим, когда развиваем все способность видеть эти ауры. Нет ничего сложного, поэтому и легко видеть ауру, потому что она физическая энергия. Вот. А чакральная энергия, повторяю, это астральная, и поэтому получается так, что абсолютно разные уровни этих энергий, мы не можем сказать, что между ними существует прямая связь. Вот сейчас, когда я это сказал, я абсолютно уверен, что многие из вас почувствовали внутреннее сопротивление к этой информации. Почему это происходит? Происходит потому, что очень часто люди не готовы принять истину, так как она противоречит их шаблонам и стереотипам, которые они получили как представление о строении этого мира. Естественно, если опять мы вернемся к шахматам, можем сказать, что вера – это очень важный элемент нашей жизни. Но одной веры в нашей жизни недостаточно. Мы можем безгранично верить, что способны обыграть в шахматы любого противника, но если сядем играть против гроссмейстера, то наша вера не будет иметь никакой ценности против очевидной истины. Мы проиграем эту партию в любом случае, если только гроссмейстер не умрет во время этой игры. Не может любитель, непрофессиональный шахматист обыграть гроссмейстера в шахматы. Это невозможно. Верить можно в себя сколько угодно. Верить можно в то, что вы научили сколько угодно. Но есть истина. А истина, она как раз говорит о том, что все абсолютно в мире логично. И мы с удовольствием можем говорить много о взаимодействиях между чакральной энергией и аурой человека, но если мы не будем опираться на истину, если мы не будем опираться на логику, то мы никогда не придем к общему результату. Вот причина поражения, когда мы играем против гроссмейстера, в том, что мы не имеем достаточных знаний, достаточного опыта и достаточного понимания игры. А истина, она всегда логична, как в шахматах, так и в рейке. И кроме того,
это очень важный момент и ключевой момент в возможном споре, что любая истина может быть логически объяснима и научно доказана. И вот одна из основных проблем в рейке в том, что мастера и учителя рейки не способны признавать факт, что они могут быть научены неправильно с самого начала. И они совершают ошибки и заблуждения относительно рейки, повторяю, не потому, что они плохие рейкисты или плохие люди, или не способны знать истину. Просто они были неправильно научены в самом начале. И вот именно это, когда человек не способен признать, что может быть научен неправильно, мешает совершенствоваться и развиваться личностно. И вот эти недостатки учителя и мастера очень успешно передают своим ученикам. Я не претендую на то, чтобы переубедить вас сейчас в момент, если вы научены другим образом. Я просто предлагаю вместе попытаться разобраться в том, что мы знаем, сравнить наши знания и вместе открыть общую истину.